Как обычно, все начинают свои финальные работы. «Всем привет!» или «Вот с чего начнется наша история». Но нет. Антропология– это умное слово, о котором я узнала с наших курсов, и я буду понтоваться им целый выпуск. И да, я провожу свое антропологическое исследование о том, как к готовке относятся два разных поколения. И первые мои выводы. Пожалуйста, давайте я оставлю вам номер телефона Влады, и вы наберете ее и скажете, как же зайти в приложение «Будильник», чтобы не опаздывать на каждые наши съемки. Так, ну мы не настолько шикуем, чтобы наголиться. Вот, проверяем. Бери. Зацените снизу вид. Ой. Ой. Ну, в общем-то, о том, что я готовлю. Мои способности в готовке ограничены. Я кухарный инвалид. Дело-то в том, что... Пойдем. О, это мы пришли? Не, мы не пришли. Я не знаю, я дезориентация. Так вот. Нет, мы почти пришли. В общем-то, в готовке я инвалид. Проблема моя в том, что и готовить, вот вообще не моя стихия. То, что вы увидели в данном фильме, это у меня какая-то ульта сработала, вот честно. Значение слова «ульта» — это самая сильная атака в игре, которая фактически является очень часто фатальной. И Влада, как и я, узнала новое слово и теперь понтуется. Да, продолжим. Готовит мне мама, готовит у меня тоже дедушка вкусно. Ну и повара в ресторанах тоже ничего такие. Что здесь бахнуло? Ну так вот, короче. Привет! Я Кара, бабушка Ангелины. По желанию Карочки в этом фильме не будет ее лица. И исходя из некоторых наблюдений, которые у меня были, люди поколением постарше не любят показывать свои лица в соцсетях. Возможно, это взаимосвязано. Кукинг. Понимаешь? В общем-то, так как мне очень хотелось готовить под свою музыку, я сейчас озвучу. Вот мы кинули соль, вот мы кинули сахар. Как вы вообще различаете соль и сахар? Я не знаю, но как-то инстинктивно получается. Вот тут я очень красиво, некрасиво вообще-то, открываю дрожжи, своя линия. Это не рекламная интеграция. Вот тут я их очень красиво перемешиваю, получается непонятно что. Я закрываю это пакетиком. Вот у меня на сии сцены есть оправдание. Этот нож был тупой, поэтому не сложилось в целом с нормальной нарезкой колбасы. Но главное, что было вкусно. Так, это что? Это петрушка. Это петрушка, да. Я знаю, это петрушка. Так, пальцы Видимо, тут теперь я озвучиваю, потому что Влада со своими песнями меня снова убила. Это ретроградный Меркурий, я тебе говорю. Можно же говорить? Можно. Вот говори. Так, а что говорить? Так, бабушка готовит голубцы долму. Голубцы уже есть дома. Долма из листьев Виноградных. виноградных. Я сейчас добавлю немножко риса в фарш. Так, вот так. Это много получилось у нас немножко. Сейчас я перчатки одену. Руки у меня чистые, но все равно. Подожди, золото. Где? Все, закончились мои перчатки. Так, это что у нас? Красный перец.
А где у нас черный молотый перец? Смесь перцев. Теперь немножко помидорчиков. Все, ложки, пусть 2-3. Это бабушка нам послала из Армении. Вот так, я раскрываю каждый. еще капельно? Капельно, да. Чтобы голубцы красиво завернуть. Помнишь, ты как красиво заворачивала это уже? Я до сих пор умею, представляешь? Маме помогаешь? Маме делали Угу. дома. Это у нас. И они классные, кисленькие такие получаются. Все, хватит. Добавила соли. Буду мешать руками. Поэтому у нас перчатки. Вот. Чтобы я могла рукой. Все на глаз делаю. Опытная. Да, уже привыкла уже. Да? Всей группе интересно, почему ты переехала в Украину из Армении? Мы здесь живем дольше, чем в Армении и в Азербайджане. Вместе взятыми? Да, мы переехали в Армению. Дети были маленькие, мама твоя была маленькая, и дядя был маленький еще. Дяде было 3 года. Мама в 1 класс пошла в Армению. Вот. Потом закрыли это самое школы на долгое время, потому что не было газа. Нам Азербайджан перекрыл газ. Вот. А когда газ перекрыли уже, школы холодные в одежде, сколько можно сидеть. В общем, и решили закрыть это самое. Школы закрыли. И как раз это было перед Новым годом, на каникулы. Отправили всех. Но каникулы оказались длительными. Мы приехали в гости сюда, нас пригласили. В Запорожье у нас друзья жили. Они приезжали в Армению, потом пригласили нас сюда. Я их не знаю. Почему не знаешь? Знаешь. Вот, и мы приехали сюда. Приехали, но так получилось, что каникулы там долго длились. Да, и мы остались здесь. Когда уже мы долго были здесь, решили все-таки документы забрать оттуда и дать сюда в школу. Маму твою и дядю. А насчет того, что мы убежали оттуда, прибежали из Армении сюда, потому что газа не было, и здесь то же самое. И что? Если говорить подробнее, то между Арменией и Азербайджаном начался очень страшный военный конфликт, в ходе которого были ужасные события. И резня, и перекрывали газ Армении, из-за чего моим маме, дяде и их семье пришлось выехать из стран и переехать в Украину. Это то, о чем говорила Карочка. Проблема в этом. Я это вставлю. А ложка для кого придумана? Я. Панк. Беремо і робимо. Знаешь, как я буду угорать, пока я буду монтировать? Вообще-то мы рассчитывали на это или хотя бы на это, но получилось... ладно, сами посмотрите в конце. Готов? Да. Все, выключай, я не могу достать. Кто не понял, это лапы лягушек. Ну ладно. О, давай снимешь платить инвалида площадь. Ладно. А теперь вопросы-ответы. Я так понимаю, сейчас будет происходить величайший обмен опытом. Ангелина, Ау. как мне отвечать? Ну, Куда? В общем-то, вопросы бабули. Хочу начать с первого вопроса. Каково вам вообще чувствовать себя такой звездой в таком фильме, снимаясь в таком фильме, зная, что вас увидят, скажем так, лидеры мнений киноиндустрии? Вот отвечаю. Я не люблю быть звездой. Первый вопрос. Не люблю быть в центре Да. всего вот этого. Вот я конкретно отвечаю на первый вопрос. Угу. Не люблю. Я не тот человек, который любит выделяться. Второй вопрос. Какое ваше любимое национальное армянское блюдо? Я доверяю вашему вкусу, так что, возможно, заставлю Ангелину мне его приготовить. Так, второй вопрос.
Какой был второй вопрос? Подожди. Второй вопрос был про твое любимое армянское блюдо. Ага, шашлыки. Она тебя заставит приготовить. Я не против, я приготовлю. Да. И долма. И Шашлыки и долма. долма. Мы готовили с тобой. Да, большую ответственность на меня возлагаешь сейчас, чтобы я их готовила. Не, одно из них. Хорошо, я так и передам. Мы шашлыки мы с тобой можем в духовке приготовить, так что скажи. Да, Вот хорошо, так. хорошо. И третий, последний вопрос. Сырники или оладьи? И третий вопрос там был. Сырники или оладушки? Да, что ты выберешь? Наверное, сырники, потому что творог полезнее. Сырники. Да, и все. А что тебе больше нравится, ладушки или сырники? Ну, сырники. Не потому что полезнее, вкуснее. Да. Хорошо. Да. И да. можешь в ответ Владе задать 3 вопроса, пожалуйста? Вообще любых. Вопросы, например, на какую тему? Вообще любые. Но она вообще никакой темой не руководствовалась. Она просто задавала. Ты тоже, пожалуйста. Кем ты хочешь стать? Да, Какую профессию тебе выбирают? Да, да, это первое. И почему? Первый вопрос. То ситуация сложная. У меня есть еще 2 года подумать. Но ситуация такова. Сердце мне говорит, иди в творчество, мозг мне говорит, иди в IT. В творчество иди, потому что я это люблю, а в IT иди, потому что там можно хорошо заработать. Второй вопрос. Где бы ты хотела жить? В какой стране? Второй вопрос. Жить я, само собой, хочу в Украине, но есть страны, которые можно было бы просто на пару неделек съездить, посмотреть. Да. И третий. И третье надо. Да. Какое ты любишь блюдо больше всех? Просто? Да, просто вот что тебе нравится? Хорошо, я передам. Спасибо большое. Не, подожди. Не это. Что ты ценишь в людях? Какое качество? Хорошо. Убери блюдо. Хорошо? Хорошо. Все. И третий вопрос. Ценю я 4К качество в людях. Нормально? Да, отлично. Хватит? Видимо, пора делать выводы. Я свои уже сделала и даже могу с тобой поделиться. Я, к примеру, поняла, что, несмотря на то, что мы очень контрастно разные, в каких-то аспектах мы все-таки похожи. И это нас объединяет, и это, мне кажется, главное. Ну а в целом история получилась теплая, не думаешь? Кстати, а какие схожести нашел ты? Мне, кстати, было бы интересно послушать.